Первая пороша как бы отбила черту между летним и зимним сезонами деревенских работ. Федька стал возиться с салазочным товаром, женщины же приступали к льну, конопле до шерсти. С чердака извлекли еще исправный Лушкин станок, и потянулись длинные зимние вечера с прядением и посиделками, с песнями и выработкой дерюк. По утрам совками гребли шелуху от семечек, днем хлопотали по хозяйству, тетёшкали маленького. Пострел всюду поспел, не успели оглянуться, как загнал себе в ногу большую занозу. Когда тащили, чуть не оглохли от рева. Вечерами картина повторялась. Между тем у Лушки роились свои мысли. Как женщина замужняя, она понимала, что для дома она отрезанный ломоть. Надо было как-то устраиваться в жизни самой. Да и город открывал для этого больше возможностей, чем деревня. К тому же она не чуралась города. Как-никак были там и знакомые друзья. Решено было с полой водой возвращаться в город. Павлушка уже вполне мог обойтись и без мамки. Тем более, что бабушка со своими ласками казалась ему едва ли не лучше всех. Во всяком случае, по матери не ревел, а когда зазеленела трава, нашел себе новую компанию среди утят и цыплят и прочих безобидных сверстников. Никита Иванович принял сердечное участие в устройстве Луши, похлопотал где следует, и ее приняли ученицы-крановщицы. Работать ей предстояло в том же месте, где помнили и Петра. За расторопность и послушание, и, конечно же, миловидность она попала в расположение к начальству. Ей положили приличное жалование. Подыскала и угол у хозяйки, словом, прижилась. При случае и Павлушку в деревне не забывала. То гостинцы с оказией пошлет, то подкинет что-нибудь из одежды. В деревне мальчишка выделялся своей нарядной городской одежонкой. Вот это-то обстоятельство чуть было и не погубило его. Как-то он сидел на заваленке, одетый по-праздничному, лакомился посланным пряником. Катерина возилась в огороде, Федор отлучился. Никто и не видел, как со стороны жулихи вошла в деревню худая, черная, как ворон, старая карга. Увидела мальца на заваленке. Ой, какой же ты красавчик! Да чей же ты такой будешь, как пышка на меду? Ах, ненаглядный ты мой! Дай-ка я тебя поцелую. Павлушка глядел на старуху во все глаза. Такой черный да страшно он еще не видел, скривился. Хотел было зареветь, да старуха вдруг как шикнет, как подскочит, раз и звонкий поцелуй запечатлелся на пухлой щеке ребенка. «На-кась, лепешечка тебе, укуси хоть разочек», — теребила она Павлушку, пугливо отпихавшая ее руку. Однако аж силы были неравны. Вот уже он, повинуясь старухе, поднес лепешку ко рту. Вот уже... Тут Екатерина разогнулась, бросила взгляд из огорода, и старуха как будто растворилась в воздухе. Катерина опрометью бросилась к заваленке, увидела лепешку в руках у Павлушки, закричала, что было мочи. «Не ешь, Павлушка, миленький, не ешь!» Поздно было. Мальчишка укусил лепешку и чуть не заревел, когда Катерина птицей кинулась на него и стала выковыривать изо рта кусочек старушечьей лепешки. «Выплюнь, касатик, выплюнь ее!» — умоляла Катерина. До Павлушки дошло наконец, что случилось нечто страшное, и он заревел во весь голос. Колдовала бабка Солоха. Жила она в полуразрушенной избушке у самого леса. Редко показывалась на люди, но уж если выползала из своего логова, всяк встречный норовил уклониться в сторону. Если же это не удавалось, непременно осенял себя крестным знамением. Давно в деревне знали, что порчу умеет наводить только Солоха. К вечеру Павлушка раньше обычного стал кунять. Глаза у него слепались, и бабушка положила его в сельник. Сама прилегла рядом, побаюкала малость, малец уснул. Спал тревожно. Проснулся раньше обычного, ни с того ни с сего принялся хныкать, отказался выйти во двор. Сердце у Катерины обливалось кровью. Кинулась к образам, помолилась. Мальчик чуть ожил. Поклевал завтрак, вроде бы наладился, и на улицу, но быстро вернулся в избу. Вдруг расплакался, затем внезапно затих, осунулся. Вторая ночь прошла еще тревожнее. Павлушка метался в бреду, просыпаясь, в голос плакал. Через неделю не стоял на ногах. Сколько разных лекарей перебывало в избе Катерины, не счесть. Поили травами и настаивали корешки, приглашали шептух и носили Павлушку в монастырь. Все напрасно. К весне высох, почернел, еле держал головку. Дали знать Луше. Так как приехала да увидела, что случилось с ребенком, с воплями упала у кровати, потеряла сознание. Принялись отхаживать и ее. Неделю просидела рядом. Мальчик не узнавал мать. Толку от нее не было никакого, одна обуза. Катерина велела ей возвращаться в город.
Беда, обрушившаяся на вдовью избу, никого не оставила равнодушным. Деревенские, проходя мимо ее окон, шептали про себя: Господи, сохрани и помилуй. Кончались весенние дни, кончалась и жизнь Павлушки. Ночами он уже не спал, тихо постановал. На крик сил не хватало. Пробовали положить под образа. Ночью Катерина вскинулась, прислушалась. В углу, где лежал мальчик, было непривычно тихо. Подошла, наклонила лампу. Павлушка лежал с открытыми глазами, в лице ни кровиночки. Катерина так и грохнулась об пол. "Мамка, что ты? Что ты?" забеспокоился Федор. Соскочил с палати и кинулся к матери, потом под образа. "Умер, что ли, ча?" Еще с минуту простоял над ребенком, тяжко вздохнул и перекрестился. Отмаялся горемычный. Накануне Федор строгал доски на гроб. Дело-то ясное. Не жилец на этом свете его племянник. Сейчас решил примерить крышку. Вернулся в избу, а Катерина воет на коленях. "Будет тебе, мамка, убиваться", виновато забормотал Федор, не зная, как ему подступиться с крышкой. "Такова судьба, что уж тут". Как увидела Катерина гробовую крышку, заголосила еще пуще. "Нет, не дам. Господи, ты мой спаситель, прости меня окаянную. Это я не углядела малого, я сгубила душеньку его. Не наказывай меня так, Господи. С молоду от нужды и горя свету белого не видела. Заступник ты наш, батюшка, помилуй меня несчастную. Пресвятая Богородица, Матерь Божья, душа моя вырывается от горя лютого. Заступись за меня, пресвятая и непорочная. Милостив Господь, ты Лазаря поднял из гроба каменного. Ты вдовьему горю вышел навстречу. Помилуй меня грешную, помилуй меня, Господи". Через раскрытые окна вопль и плач обезумевшей от горя женщины разносились по всей деревне. "Мир сердцу сокрушенному, Господь тебе в утешение", вдруг послышался ласковый голос со двора, а потом Катерина почувствовала осторожное прикосновение к плечу. "О чем ты, матушка, убиваешься?" Катерина оборвала плач, подняла голову. Перед ней стоял неприметный старичок, седенький, улыбчивый, криво держал посох в руке. Домотканная сермяга его пропылилась, видать, немало пришлось ему отшагать. Катерина его вспомнила. Всякий раз, проходя деревней, он кланялся встречному и поперечному. Говорили, живет он где-то за Раменками. Ну а кто такой и зачем ходит по земле, старичишка, незнамо. "Родимый ты мой, дитятка наша, первый внучек мой, занемог да так высох, как щепка, а сейчас уже и вовсе не дышит". Старичок кинул короткий взгляд на Павлушку, наклонил голову, слушая сбивчивый рассказ Катерины, подал знак Федору: "Выйди, мол". "На милость Божью будем надеяться", заключил старик горестную историю болезни. Враг почему-то сильно возненавидел это дитя, но Господь всемогущ. "Запрягай лошадь, поедешь со мною". Федор справился моментально. Старичок бочком подсел на край тарантаса. И рыжий резво пошел со двора. Не сбавляя хода, неслись больше часа, конь едва не запалился. У своей избы старичок не велел распрягать. "Ждите, мол". Вместе с Катериной вошли в избу. Катерина как вошла, так и остолбенела. Вместо ожидаемых образов увидела пустой угол, так и пришлось креститься на него. Старичок торопливо шепнул жене нужные слова, та засуетилась. Катерина пыталась внести посильную помощь. Ее вежливо усадили на лавку, велели ждать. Походя, хозяйка роняла какие-то ласковые слова. Смысл у них был духовный, а вот для Катерины они показались незнакомыми. Во всяком случае, таких она еще не слыхивала. Вернулся и хозяин. В руках унес 2 бутылки с жидкостью. "Слушай меня, матушка, внимательно", ласково, душевно заговорил он. "Сейчас же разожми ротик дитяти и влей из черной бутылки, сколько он примет. Повторяй весь день как можно чаще. Как вздохнет, слава Богу, дитя живо будет. Тогда принимайся за вторую бутылку. Как увидишь, что пошло на поправку, молись Богу и приезжай ко мне". Катерина в попыхах схватила бутылки и готова была уже кинуться долой из избы к мальчонке, но он остановил ее. "Матушка, жизнь-то у Бога, а не в бутылке, поэтому помолимся". И старичок так удивительно стал молиться, будто беседовал с Богом. Просто сердечно, что Катерина второй раз изумилась, расчувствовалась, заплакала, и слезы лились, пока молился старичок. Она же стояла на коленях, и душа ее исполняла сладостью молитвенного общения. Старичок понял ее изумление. "Смущаешься, нету образов, да? Бог, матушка, есть дух, и поклоняющийся ему должен быть в духе и истине. Иди с миром и глубокой верой в живого Бога. Да будет живо твое дитя.
Бог любит вас. Таким пожеланием напутствовал их старичок, и они развернули рыжего обратно. При виде ребенка сердце сжалось у Катерины, однако наступила пора действовать. Помолившись, Катерина отлила из черной бутылки жидкости в ложку, разжала ротик Павлушки и влила всю, без остатка. Ребенок лежал бездыханным. Ни одна кровиночка не изменилась в его лице. Катерина терпеливо ждала. Снова влила ложку, опять никакого результата. Томительно тянулись часы ожидания. Смерклось, огня не зажигали. Федор ночевал во дворе. Катерина с тоской всматривалась в лицо Павлушки, будто взглядом старалась вдохнуть жизнь в обессилевшее тельце. На рассвете и сама была близка к обмороку. Усталость взяла свое, она впала в забытье. Из этого состояния ее вывел стон. Она встрепенулась, простоволосая, подошла к Павлушке. Нет, показалось. Это пастух играл на рожке, созывая стадо. С коровой управилась быстро, влетела в избу. И тут ей снова послышался стон. Вмиг она прильнула к самому сердцу ребенка. Реснички у Павлушки дрогнули. Он впервые за последние дни долго, как бы с облегчением, вдохнул, зашевелил пальчиками. Господи, не верила своим глазам Катерина. Боже мой милостивый, что это, Господи, воля твоя, милость твоя? Павлушенька, неужели я услышу твой голосочек? Перечла все молитвы, какие знала. Лишь потом неожиданно на ум пришел наказ старичка приниматься за вторую бутылочку. Полная ложка жидкости в горле у Павлушки исчезла. Ребенок утомленно закрыл глаза. Минуту жизни трудную теснится в сердце грусть. Одну молитву чудную твержу я наизусть. Сколько таких ложечек с мольбой и надеждой влила Катерина в рот возвращающемуся к жизни ребенку. Она и сама не знает. К вечеру он задышал ровнее, вроде как уснул. Неужели возвратится счастье мое, счастье уже потерянной жизни? Как и велел ей чудесный целитель, Катерина сходила за новой бутылкой с лекарством. Она действовала благотворно. Жизнь к мальчику возвращалась не по дням, а по часам. Снова приехала Луша. Радости ее не было границ. Особенно же возликовали сердца простых крестьян, когда Павлушка стал принимать пищу. Через месяц вынесли мальчонка на улицу. От желающих взглянуть на чудесным образом исцелившегося ребенка не было отбоя. Но тут Катерина проявила твердость и осторожность, не показывала никому, пока не охреп окончательно. В конце лета уже играл с трезором, шастал по огороду, ел при этом что попало, и все шло на пользу. Вот только видом после болезни изменился. Был как пончик, стал точно былиночка. Изменился и характер. По всякому пустяку раздражался. Чуть приструнишь до шалости, сразу в слезы. Луша решила взять его в город, надеялась, что перемена обстановки скажется к лучшему. Как ни плакал Павлушка, разлучаясь с бабушкой, все же Лушка осталась при своем. Да и бабушке пришла пора развязать руки. На носу жатва. Была и еще одна причина, по которой Павлушке следовало бы быть с матерью. У Никиты Ивановича состоялся тайный разговор с Катериной. Зря ты ее одну в город пустила. Мужика у бабы нет. Петькины приятели вокруг вьются вьюнами. Уж заметили раз, что домой на извозчике вернулась, небось веселая была. Разряжется как барыню, в голову всякая дурь и лезет. А каково Петьки, поди в шее кормит у этих австрияков. Сколько времени уж прошло, а от него ни слуху, ни духу. Мальчишку надо привести к матери, пусть воспитывает, а не шляется по компаниям. Долго ли до беды, Катерина? Павлушку вернули в город. Поначалу за ним смотрели хозяйские девочки. Умоют, оденут, причешут и на лужке погуляет, пока мать на работе. И все бы ничего, да вот досада. С каждым днем становился парень несноснее. Не было ни дня, чтобы не капризничал. Просто сладу нет, да и Лушка отвыкла. Чуть отправившись от разлуки с Петром, окунулась в веселую жизнь заводских вечеринок. Сынишка оказался вроде помехи. Одно и понятно: молодая женщина в 20 лет, красавица, статная, видная. Редкий мужик, не оглянувшись, пройдет мимо.
Как-то раз пригласили на встречу Нового года. Обещалось неслыханное веселье с маскарадом. Павлушку не с кем оставить, с собой взяла. Уложили в соседней комнате, а он в самый разгар гулянки возьми да заори. Один ухажер Лушки пытался было успокоить, куда там. Раздосадованная неожиданной помехой, Лушка в сердцах прикрикнула, тот пуще. Словом, сорвали встречу, покинули компанию недовольные. Истерика у Павлушки продолжалась дома. В гостях мать настращала масками, хари свиней да волков. Кого хошь в дрожь известно бросят. А тут со стены глядели на впечатлительного ребенка картины страшного суда с голыми людьми на сковородках, со страшным медведем, дерущим охотника. Так и заходился в плаче. И днем не лучше. Глянет, да как заорет. Хозяйкины дети за ремень и, охаживать. Никита Иванович забрал его к себе, раздели, чтобы выкупать. Глядь, все тело в синяках. Снова Никита Иванович стал пенять Катерине. Надо Лушку брать в твердые руки, испортится вконец, а ребенка погубит. Ты погляди на нее, ей же слово, она тебе 10. Да все в рот да в нос. Неужели не видишь, ребенок ей только мешает. Голова забита другим, вертихвосткой стала. Нет, надо убирать ее с завода. Думали-гадали. Тут и Федька ломал голову, и муж Полины, Яков, и Никита Иванович с Варей. А не выходило по-другому, как только вернуть мальчишку в деревню. Тут оказия вышла. Митька Барабан, служивший управляющим у барина, разузнал, что в одном из отделений требуется прислуга из деревенских. На том и порешили. Как ни противилась Лушка, не желая расставаться с вольной жизнью солдатки, но родне пришлось подчиниться. Радостно встретила Павлушку деревня. Любезны и доброжелательны оказались ее жители, на глазах которых жил и умирал мальчонка. Катерине забот же прибавилось, да разве родная кровинушка в тягость? Изба Катерины опустела. Полина вышла замуж за вдовца с 2 детьми. Василий подался в город и там пристал к самостоятельной женщине, 2 годами старше его. Зажили, впрочем, счастливо. Летом к Страде приезжали помощники. В редкие эти дни и дом оживал. Павлушка, довольный гостями, толкался среди людей, охотно выполнял мелкие поручения, жадно прислушивался к разговорам. Среди сверстников его отличала крайняя богобоязненность. Бывало, часами с бабушкой простаивал на коленях перед иконами, выучил наизусть молитвы, после похвалы удваивал молитвенное рвение. Его восхищали золотые купола с крестами на маковках, часовни на перекрестках. Долго провожал их взглядом, нет-нет, да и перекрестится. С благоговением слушал колокольные звоны, звонаря рассматривал подолгу, на молебнах сердце замирало от великолепия икон. Певчие казались ему ангелами, сошедшими с небес. Полюбил целовать распятие, при этом старался приложиться губами к ногам Христа Спасителя. Годами, чем больше приходил возраст, тем сильнее становилась тяга к молитве. На всю жизнь врезалась в память картина крестного хода. Случилась засуха, по дворам ревела голодная и ненапоенная скотина. Люди хмуро ковыряли потрескавшуюся землю, стали высыхать и родники. Пруд обмелел настолько, что рыбу ловили голыми руками. Местный батюшка назначил специальный молебен с крестным ходом по полям. С утра покормили лишь малых ребятишек, взрослые соблюдали пост. Жители починок высыпали на улицу, ждали. Ударили в колокол, подали знак. Крестный ход вышел из церкви, кинулись к околице. Вот уже показались хоругви. Передние несли икону Казанской Божьей Матери. Священник ходил направо и налево. Починковцы сменили тех, кто нес тяжелые иконы. Смиренное шествие торжественно обходило поблекшие посевы, останавливаясь для молитвы. К полудню вернулись в деревню, стали против часовни. Верующие опустились на колени. Выгоревшая трава покрылась десятками склоненных в молитвенном усердии односельчан. Дети жались к родителям. Не отставал и Павлик. Бабушка, Боженька ведь слышит нас. Даст дождичек, ведь он может. Потерпи немного, внучек, верь, дождик будет. Павший на колени сельский народ терпеливо ждал чуда. Даже Павлушка знал истину: вера спасает. Порыв ветра поднял с дороги пыль. Глухо загудел бор в жулихе. Все лица обернулись в ту сторону. Лениво, будто нехотя, выполз тяжелый язык, напрягший свинцовой влагой. Молящиеся и даже священник испуганно притихли. Столь явственная реакция небес на мольбы крестьян оказалась поразительной, простой на диво. У всех отнялись языки. Над ширившейся и приближавшейся полосой дождевой тучи тяжко и гулко прокатилось глухое ворчание грома. Кто-то не выдержал, ойкнул.
Зашелся в крике ребенок, но его тут же утопила в своем ликовании толпа. Крупные капли прибили на деревенской улице пыль. Никто не успел опомниться, едва спрятали под навес хоругви. Настоящий водопад низвергнулся на землю. Несколько человек, пораженные милостью Божией, так и остались мокнуть посреди улицы, запрокинув в молитве лица к небу. Дождь лил целые сутки. Это событие осталось в памяти всей округи, но более всего воздействовало на воображение Павлушки. Детская вера в Бога, покоившаяся на привычных представлениях о добре и зле, получила мощное подтверждение в виде проявленного чуда с дождем. Тут бы ему и кинуться в церковь, припасть к благотворной иконе, да с плачем сотворить благодарственную молитву. Так нет же. Вдруг заупрямился, исподлобья стал поглядывать на священника и дьячка. Причина такой неприязни оказалась да нельзя простой. Увидел как-то мальчишка их пьяными и не сумел совместить это в своей детской головке. Как же так? Молятся Богу и тут же грешат. По такой же примерно причине не принимал и Федора за матершину. Хоть и трудился Федор до седьмого пота, на деревне отличался несдержанностью в выражениях. Уже сколько раз его одергивали люди. «Федька, грех на тебе, что ни слова, то мат. Опомнись, погибнешь». Тот лишь отмахивался и опять за свое. Павлушку он недолюбливал. Редко брал с собою в Потребиловку на сенокос за калачами, да и то по бабушкиной просьбе. Зато Павлушка уж кого и полюбил до самозабвения, так это бабушку. Мальца понять можно. Мать видел редко, отца совсем не видел и не знал. А бабушка, вот она, под боком. Что на печи, что в огороде, в избе или на поле, под ее присмотром часами сидел у прялки, прислушиваясь к жуткому вою полночного бурана. Вместе с нею первым встречал скворцов и грачей, ей же носил проклюнувшиеся подснежники, у нее и защиту искал от тяжелой дядькиной оплеухи. Катилось под гору деревенское детство, пока не замаячил в жизни Павлушки год, принесший перемены. Дух захватило у Петра, когда он, скользнув по склону, влетел в густую снежную осыпь. Засыпало и сверху, и снизу, сдавило с боков, не дать не взять. Пленник снежного покрова. Кое-как пошевелил локтями. Слава богу, можно вздохнуть. Ну а дальше? Дальше-то как быть? Хоть и окунулся в холод снежного обвала, сразу вспотел. Что же это? Столько смертей миновал, перелез и через Карпаты. А теперь вот придется околевать от собственного усердия. Снаружи послышался чей-то голос, конское ржание, и звуки приблизились. Петр догадался, язык чужой. Ах ты, мать честная, да никак роют. Петр подал голос, ему ответили. Снег топил глаза. Получался жаркий и тихий крик, но те продолжали рыть. В ногах осыпался снег. Еще мгновение ударили по ногам. Хотел предупредить: аккуратней там, убьете же. Но тут с головы упала шапка снега. Над ним радостно скалил зубы Гуцул. Беспомощного Петра свалили словно куль в телегу. До самого хутора лежал как бездыханный. Шутка ли? Вывернуться из снежной могилы, оказаться с людьми, да какими бы они ни оказались, счастье-то жизни, вот оно. Гуцул подставил плечо. Петр доплелся до хаты. Отдышался уже на лавке. Хозяйка хлопотала у печи. Он подивился, что совсем как у них в деревне. Вот если бы не язык. Хозяин нырнул в каморку, вынес бутылку. 2-3 глотка живительной влаги привели Петра в чувство. Мешая русские и немецкие слова в его тарабарщине, сумела разобраться хозяйка-немка. Петр уразумел, что хутор стоит недалеко от польской границы, что война закончилась, пленных распускают по домам. В России новая заварушка. На этот раз воюют не поймешь с кем. Перед едой молились, хотя Петр про себя отметил:
Образов не видно. С Богом разговаривает на манер и по образу Степана. И смекнул, что хозяева той же с ним веры. Слава тебе, Господи, ты не только спас меня от смерти, но и послал добрых людей навстречу. Истово поблагодарил добрых людей Петр за спасение свое. Отхаживался на хуторе несколько дней, помылся в бане, сменил одежонку, отлежался. Хозяин только руками махал, когда Петр пытался встать при его появлении. А когда брался помогать хозяину, тот мягко и по-доброму отбирал топор или вилы, не утруждая себя, мол. И вскоре Петр был готов с новыми силами продолжать путь на родину. Харчами снабдили щедро. На станции простились с хозяином осторожно. Толпы возвращающихся пленных будто в бою штурмовали теплушки. Петр решил добираться особняком. С Гуцулом ушли в голову состава. Тут им повезло. В вагоне везли лошадей. Коновод махнул рукой, впуская. Неблизкий путь до Москвы и потом с пересадкой до Раменок оказался едва ли не тяжелее всех мытарств, испытанных Петром на пути от лагерной колючки до гуцульского хутора. Тут было все: и вагонные крыши, и бандитские наскоки, свирепые мешочники и отряды войск, и милицейские дружины. Все преодолел он, пока не слез с воска случайного попутчика у самой околицы родной деревни. Осмотрел себя и горько усмехнулся. Не таким надо было бы предстать перед односельчанами. Почесал затылок, перекинул котомку на другое плечо и слегка искривил свой путь. Зашел в Потребиловку. За прилавком стоял одинокий торговец. Петр узнал в нем волосного коробейника. За те годы, когда Петр терял свой вес, торговец его набирал. Слегка наклонил свое тучное тело в сторону покупателя. Откуда и куда держишь путь, служивенький? У Петра пересохло в горле. Не признали. Неужто не узнаешь? Петька я, гармонист. Мужик Лушкин. Толстяк откинулся. В заплывших глазах отразилось удивление. Выскочил из-за прилавка, стиснул ручищами. Ослабевший Петр едва не задохнулся. Придавив за плечи, усадил к самовару, и началось. Лушка ходит у бывшего помещика в прислугах. В этих местах время мало что изменило в отношениях барина и крестьянина. Сын его Павлушка был порченый, едва отходили. Сейчас у бабки Катерины. Живут там же, на краю. В починках почти все сидят на одной картошке с отрубями. Родня подалась в городские. Пряничка и того для мальца нету. Какое там, окромя стиранных подштанников до солдатских обмоток, что можно сыскать и в солдатской котомке? Но он его выручит. Есть под прилавком конь в сахаре, лукавил продавец. Мальчонка будет рад. Возьми-ка, Петруня, гостинчик сынишки, бедовый растет. Потом все как в тумане. За даме подкрался к избе Катерины. Высунул голову из-за плетня. В картошке приметил мальчонка со спутанными волосами. Под носом висела капля. Он поминутно смахивал ее рукавом застиранной рубашки. С минуту Петр наблюдал за ним. Тот почувствовал взгляд, поднял голову. Грязный незнакомый дядька с худым, обветренным лицом и жуткими черными руками, вцепившись в плетень, в упор рассматривал его. На всякий случай юркнул из картошки подали. Оттуда крикнул: "Чего тебе? Какой страшный!" Петр заплакал. В сопляке он безошибочно признал сына. "Да погоди ты, чей будешь-то? Не беги, вот гостинчик возьми". Павлушка стреканул под защиту трезора. Пес оскалил зубы, и у него незнакомец не вызвал доверия. С протянутой рукой, в которой крошился сахарный конь, Петр занес над плетнем ногу. Павлушка вскрикнул и, что было духу, опрометью рванул по огороду. На крик выскочила Катерина. Из своего укрытия Павлушка с удивлением наблюдал, как бабушка всплеснула руками, кинулась к страшному незнакомцу, подхватила его котомку, откуда-то набежали бабы. "Это же твой отец, Павлик", крикнула ему бабушка. Павлик как пристыл. Слово отец, папка были ему незнакомы. Исподлобья он хмуро рассматривал оборванца. Его притащили за руку. Петр неловко сунул ему пряник. Катерина подтолкнула его к отцу, и тот распахнул руки. Крепко обнял своего сына Петр Владыкин после долгой и горестной разлуки. Слезы текли по его лицу, но он их не чувствовал, не слышал воя баб, а чувствовал только на руках замерзшее тельце сына. "Видать, счастливый ты, Петька", забасил невесть откуда вывернувшийся Федор. "Один за все округи вернулся в дом. Ну кончай сына давить, давай и мы обнимемся".
Давно уснул на коленях у отца счастливый Петрушка, а в избе все не смолкали разговоры о злоключениях Петра. Про войну и плен, побег и мытарство слушали деревенские молча, подпирая щеки мозолистыми корявыми руками. Вздыхали порой, а то и крестились в ужасе, переживая Петькины похождения. А когда вспомнил Степана и его слова, когда рассказал о виденных им домах, в которых не было образов, но явственно жил Дух Божий, слушатели притихли, впились глазами в рассказчика. Кто-то положил на стол Евангелие. Такое? Вспыхнула душа у Петра, бережно взял книгу в руки, а прочесть не смог. Так и остался ведь неграмотным. Кажется, такое. Через день решено было ехать за Лушкой. Федор оставался на хозяйстве. До жатвы время терпело. Катерина с Петром и Павлушкой отправились собирать разбросанную войной и временем семью Владыкиных. Петра тронуло то усердие, которое проявил Павлушка, крестясь при отъезде на Маковку Раменской церкви. Видать, с Богом в душе живет мальчонка-то, подумал он и хлестнул коня вожжами. Езды предстояло 2 дня. Когда Митька Барабан привез Лушку на станцию в верстах в 20 от усадьбы помещика, баба вдруг в рев ударилась. "Да тише ты", шикнул на нее сопровождающий, оглядываясь по сторонам. "Ишь, разнюнилась. Чай не на барщину гонят, а прислуживать. Оботрешься, толк будет. Это тебе не город. Пошли к извозчику". Лушка вытерла слезы. Боязно оказалось менять и работу, и место. В коляску, однако, уселась с удовольствием. Накладно было пилить 2 десятка с гаком верст на извозчике, но фасон городской надо держать. В воротах усадьбы столкнулись с владельцем. Митька Барабан кинулся на перерез хозяйской упряжки. "Прибыли мы, батюшка. Только глянь, какую кралечку я привез. Ей бы только пообвыкнуться, лучшей прислуги и не сыскать". Барин любезно протянул руку. Лушка оперлась, вылезла. Хозяин, прицениваясь, оглядел молодую женщину. В глазах мелькнул огонек, видать, понравилось. Во дворе полным-полно народу. Таскали тюки с мельницы. Рядом тарахтел движок, ржали лошади. Носились из дома в амбар бабы, словом, зевак оказалось достаточно. Под их пристальными взглядами Лушка оробела вконец. Никогда в такой среде не была. Полыхнувший на щеках румянец застенчивости украсил и без того хорошенькую женщину. Барин снова заиграл глазом. "Накорми-ка ты людей", сказал он подскочившему управляющему. "Да отведи новенькую к барыне, она и скажет". Свешников держал мельницу, она его и кормила. Земли собирал мало, в основном для личных нужд. Для усадьбы облюбовал живописное место, которому расторопный управляющий из немцев придал еще большее очарование, разбив небольшой парк. В этом парке и гуляла барынька, пустая и вздорная бабенка, сосавшая в постели пряники, да вертевшаяся на глазах у дворни в городских нарядах. Барин ей не чета, добрый, умный, порядочный, ладил с людьми и отличался справедливостью. Обид от него не слыхали. Лушке сразу же очертил круг обязанностей: уборка дома, готовка лишь к праздникам, прислуживание за столом. За все про все, хозяйская обувка и одежда, и сверху того жалование, какое положит, о том будет судить по услугам. Покомандовала и барынька, показала кое-что из безделушек, которые следовало бы беречь пуще глаза, свела в комнаты. В комнатах Лушка чувствовала себя поначалу, чистым слоном в посудной лавке. Завод приучил к иным условиям, а надо было терпеть. Уразумев, что жизнь ее круто переменилась, всплакнула при этом, по бабе прижавшись к плечу поварихи. Лушка отряхнулась, как утка, сменившая водоем на берег, и все покатилось как надо. Хлебосольство хозяина, как магнит, притягивало любителей поесть-попить со всей округи, а опыта у Лушки было маловато. Управляющий, кстати, заметил это, но промолчал. Только через неделю мягко коснулся плеча и передал: "Владельцы, мол, довольны".
Лушка прибодрилась. Молодость взяла свое, дело пошло на лад. Перевели было в горничные, но тут нашла коса на камень. Капризная барынька помыкала ею как хотела. Деревенское же упрямство Лушки никак со вздорными поручениями пересыщенной бабенки не мирилось. И однажды накинула все, схватилась за узлы и готова была дать дёру со двора, кабы не барин. Не увидев ее за столом, поинтересовался, где горничная. Ответили: у себя, собирает вещи. Барин прервал ужин, направился выяснять причину. Лушка рыдала в голос. Не могу я никак выносить этого, барин. Как лошадь готова колготиться по дому. Дежу с тестом опять ворочать буду, а вот горшки ее вонючие выносить да стирать исподники никак не заставите. Да еще кричит, да еще нукает. Барин крякнул в досаде, покраснел от смущения, потоптался на месте и, откашлявшись, глядя в сторону, неловко извинился. Что же ты молчала до сих пор? Да я знаю, она такая, но что тут поделаешь? Конечно, я скажу, но и ты не реви. Стоит ли из-за этого ночного горшка мотать свою жизнь по ветру? Оставайся, я распоряжусь. И в самом деле барынька отстала. В ее легкомысленной головенке не осталось даже обиды. Подулась для вида парочку дней, а потом подарила ковтёнку, посмеялась над чем-то, отдала свое новое платье. Но чуть не подружкой стала. Да и Лушка прогнала досаду вон. На вечеринках собиравших купцов и фабрикантов, помещиков и чиновников, старых и молодых, всяких, Лушка была незаменима. Во-первых, вспоминался какой-то старый опыт. Во-вторых, сама барынька подучила кое-чему деревенскую бабу так, что когда статная горничная вплывала в залу с подносом в руках, гости терялись и не знали, где хозяйка, а где прислуга. Поначалу это внимание мало трогало Лушку, а уж навидалась она там всякого бесстыдства, когда в комнату ненароком влетала с прибором, что и сказать нельзя. Но время не только лечит, но и губит. Стала подолгу простаивать перед зеркалом, повторяя те же ужимки, до которых охочие были распутные городские барыни. Краила и перекраивала даренные платья, да с таким умыслом, чтобы открыть себе побольше да побесстыднее. Коль так ведут себя те, кто недавно казались ей недосягаемыми, то что говорить о ней, деревенской простой бабе, попавшей в калашный ряд? Завела несколько пустых книжек из княжеской жизни, не отнекивалась и от рюмочек, которые подносили ей гости. Словом, втайне и себя почитала барыней. Мало кто удерживался от соблазнов такой жизни, и Лушке грозило падение, да помешали тому события масштаба всероссийского. Как-то после одной из посиделок Лушка еле-еле дотащилась до своей комнаты, ничком не раздеваясь, рухнула в постель. Голова раскалывалась. Вдруг в памяти всплыл Павлушка, худенький, зеленый, с такой легкостью расставшийся с ней. На смену ему пришел и Петр. Где он? Что с ним? Жив ли или скитается на чужбине? Припомнился и крестный. Ударили в уши обличительные слова. Пропадет баба. Лушке нужны твердые руки. Перед глазами заплясали кривлявшиеся рожи городских потаскух, напыщенные, заплывшие жиром физиономии гостей. И до того ей стало противно, что она соскочила с постели, подошла к зеркалу, оттуда глядела осунувшееся лицо пьяной бабы. Так бы и плюнуть в него. Тьфу, твердые руки. А где они, эти руки? Кому я нужна тут? Бежать, промелькнула мысль как спасение. Кинулась к окну. К ночи завьюжило. У подъезда мельтешили коляски, ругались извозчики, пьяные седоки валились навзничь. Вдруг выскочил управляющий, что-то крикнул, суета враз оборвалась. Без шапки в одном жилете побежал барин. Он бежал за коляской, в которой на ходу запрыгнул управляющий. За ним сразу побежали несколько человек из дворни, но барин оказался ловчее. Вот уж скроется в снежной круговерти. Вот свалился сундучок. От удара крышка откинулась. Ветер выхватил изнутри бумажки и листочки. Лушка разглядела пачку ассигнаций. Барин растопырил руки, норовя их собрать. Поземкой рванула их кверху. Остановился барин и застыл с растопыренными руками. Весть о революции сломала привычный уклад. Вяло катились слухи о больших потрясениях в городах. Кто такие комиссары? Почему они носят кожаные куртки? Куда подевались городовые? В какие края канули вчерашние прожигатели жизни? Зачем все это? Ничего Лушке не понятно. Притаилась в усадьбе. Почти все лето мельница не работала. Осенью едва загасили конюшню, а к зиме амбар кто-то поджег.
Барыня перестала щеголять нарядами, вяло таскалась по комнатам с мокрым от слез лицом. Хозяин пропадал в округе неделями, возвращаясь, ссорился с барыней, хлопал дверьми, шел на кухню, присаживался у плиты. Куда бы подальше, приговаривал он. Напившись чаю, подводил черту кратким ответом: никуда. Прислугу распустили, осталась служка да кухарка. Раньше о том, чтобы наведаться в деревню, нечего было и заикаться. Барыня была без ложки, как без рук. Теперь же, пожалуйста, повидалась с сыном и матерью. В деревне сказывали, будто видели солдат, вернувшихся из плена, но Петра среди них не было. Да и то сказать, уже 5 лет как минуло. Лужке уже 23-й. Кто намеком, а кто и прямо заявлял, что и пора бы с кем-нибудь сойтись. Добрый хозяин посоветовал ей забрать сына, в конце лета обещал подыскать пару. При этом странно усмехнулся: и своих деревенских надо искать. В городе вон голод всех подкосил. И то была правда. На усадьбе хоть ели досыта, а там в городе, а в России. Новое лето вошло в зенит. Лужка кое-как прибрала комнаты, спустилась вниз. Голову ломила, не спала всю ночь, снились кошмары. То с Петром встречались в починках, то уходили из села, и кто-то долго махал им платком на шесте, а потом гнался за ними. Оказался Павлушка, худой и заброшенный. Она хотела взять его на руки, Петр помешал. Внизу в открытое окно пахнуло ветром с полей, вмиг освежило голову. Воробьи подрались в кустах, туда шмыгнула рыжая кошка. И как вдруг стало хорошо на душе, куда тревоги подевались. Господи, изумилась такой перемене Лужка. С чего бы это со мной такое, а? А тут еще голос матери послышался ей. Совсем доехала баба. Невольно усмехнулась она, но голос повторился. Да шевелись же ты, старый, ну, рыжай. Лужка перекрестила лоб, не веря себе, выглянула в окно. Из-за кустов сирени, в которых дрались воробьи, выползла телега. В упряжке плелся рыжий. Вихрастый Павлушка во все стороны вертел головой. Бабушка, не что мамка в таком доме живет, а? Рядом с телегой, тяжело ступая по вязкому песку, шел Петр. Это было невообразимо. Опомнилась лишь тогда, когда уж Павлушка сидел на закортках отца, теребил сверху мамкину косынку и недовольно приговаривал: "Да хватит вам целоваться-то. Ну хватит". На крыльце, радуясь возвратившемуся счастью, не стыдясь прислуги, всхлипывали владельцы усадьбы. Барин сразу же отвел гостям пустой флигель в конце сада, на весь день оставил одних, напоил чаем старуху, долго играл с мальцом. Что же думали друг о друге Петр да Лужка? Время изменило их видение мира. Испытаниям подвергнуты были их чувства, да и внешний облик каждого стал другим. О том они сразу не сказали, такое сразу не выразишь. Лужка опасалась, что у Петра сгладится все пережитое, возьмется за старое, потянется к своему баяну. Да и она в свою очередь насторожила Петра. Эти новые манеры, непривычная одежда, все чужое, забытое, непонятное. От упреков же оба воздержались. Рассказу о пережитом отвели весь вечер. Барыня вздрагивала от впечатляющих деталей. Луша только прижималась к мужниному плечу, а барин исподтишка наблюдал за Петром. У него зрели свои соображения. Он их и высказал наутро. Чтоб тебе, Петр Никитович, делом не заняться. Мельница моя еле дышит на 2 камнях. Хорошо бы и остальные запустить. Земли осталось немного, хозяйство запущено, а ты к работе охоч. Вот и берись за дело, вроде управляющего. Луша останется в прежнем состоянии. Живите во флигеле, под упряжку отдам серого. Вот тебе и ключи от амбара. Заживем коммуною, вымученно усмехнулся он.